Северная Медведково– это самый край Москвы. Дальше уже МКАД, а за ней – область. Спальный район на северо-востоке. Панельные дома, дворы с тополями, гаражи. Неширокая Чермянская улица, по которой утром тянутся люди к метро и к офисам. Место ничем не примечательное. Ни центр, ни витрина. Обычная рабочая окраина, где живут и работают обычные люди. На Чермянской стоял офис фармацевтической компании «Ригла», крупной аптечной сети, входившей в группу «Протек». Несколько этажей, пропускная система, металлоискатель на входе, охрана, которая в лицо знала почти всех сотрудников. Юристы, финансисты, экономисты, менеджеры по закупкам. Молодые, в основном до 35. Кто-то недавно женился, кто-то ждал ребенка, кто-то только устроился и проходил испытательный срок. Утро среды 7 ноября 2012 года начиналось здесь как сотни других таких же утр. Чайник, компьютеры, разговоры о вчерашнем, планы на день. К 9 часам почти все уже были на местах, а в туалете на 3-м этаже в это время переодевался человек, которого они все знали. Юрист из соседнего отдела. Тихий, незаметный, проработавший в компании 4 года. Его звали Дмитрий Виноградов. Он пришел в 8 часов 19 минут. Прошел через проходную с большим туристическим рюкзаком. К рюкзаку был приторочен свернутый коврик пенка, как будто человек собрался за город, на природу. Металлоискатель в то утро не работал. А если бы и работал, кто стал бы досматривать своего? Охрана пропустила знакомого сотрудника, не задав ни одного вопроса. В рюкзаке лежали 2 охотничьих карабина. Больше часа он провел в туалетной кабинке. Снял обычную одежду, надел камуфляж и разгрузочный жилет. По карманам разложил патроны, их было больше 200. Туда же положил нож. Собрал оружие. Где-то в этом промежутке он позвонил по телефону. Короткий звонок, чтобы убедиться, что нужный ему человек на месте, в своем кабинете. В 9 часов 49 минут он вышел из туалета с карабином в руках. На лестнице ему навстречу попался Денис Моисеев. 33 года. Моисеев вообще не был сотрудником Риглы. Он пришел в тот день на собеседование по совету жены, которая здесь работала. Случайный человек в случайном месте в самое неподходящее время. Виноградов выстрелил в него и пошел дальше. В 9:50 он вошел в кабинет, где сидел финансово-экономический отдел. Поздоровался. По разным свидетельствам «Здравствуйте, коллеги» или «Доброе утро, коллеги». А потом открыл огонь по людям, сидевшим за своими столами. Стрельба длилась 18 секунд. В этом кабинете работала Анна, та самая девушка, ради которой, как потом установит следствие, все и затевалось. Когда он начал стрелять, она закричала: «Дима, не надо!» и выбежала из комнаты. Ее он убивать не собирался. Он стрелял во всех вокруг нее. И вот здесь история, которая могла стать гораздо страшнее, переломилась. Не благодаря полиции, не благодаря охране, а благодаря нескольким людям, которые в эти секунды не побежали, а бросились на стрелка. Когда у Виноградова закончились патроны в карабине, и он начал перезаряжаться, на него кинулся Никита Стрельников. 29 лет, юрист. По воспоминаниям коллег, богатырь, 2 метра ростом. Он уже был ранен, но все равно пошел на вооруженного человека. Ему на помощь бросился Юрий Марченко. Наоборот, щуплый, небольшого роста, специалист финотдела, меньше всего похожий на героя. Вдвоем они сбили стрелка с ног. Подоспели сотрудники службы безопасности Сергей Новиков и Владимир Багдасарян. Виноградова скрутили и примотали скотчем. Позже на допросе он скажет, что планировал расстрелять весь свой запас. Все патроны, которые принес. Если бы не эти несколько человек, погибших было бы во много раз больше. Никита Стрельников, тот самый богатырь, который первым пошел на стрелка, умер на следующее утро в институте Склифосовского от потери крови. Всего в то утро погибли 6 человек. Денис Моисеев, 33 года, пришедший на собеседование.
Александр Бирюк, 42 года. Единственный из всех, кого Виноградов знал лично. Коллега Анны. Антон Третьяков, 33. Елена Лапшина, 25. Наталья Плеханова, 25. И Никита Стрельников, 29. Который умер, пытаясь остановить убийцу. Еще одна сотрудница, Ярослава Сергенюк, 24 года, была тяжело ранена, но выжила. 6 убитых. Почти все – люди, которых Стрелок толком и не знал. Случайные. Оказавшиеся рядом с той, на ком он сорвался. После задержания, когда его уже скрутили, Виноградов сказал странную вещь. По его словам, он собирался погибнуть сам, но не успел, и просил, чтобы его застрелили. Никто этого не сделал. Человек, расстрелявший своих коллег, не рассчитывал выйти из той комнаты живым. Теперь, кто он такой? Потому что ответ на главный вопрос, как тихий офисный юрист дошел до такого утра, лежит в его жизни задолго до 7 ноября. Дмитрий Виноградов родился 20 августа 1983 года в Москве. Родители незадолго до этого перебрались в столицу из Мурманска. Отец, Андрей, геофизик, кандидат наук. Мать, Елена. Семья как семья, благополучная, образованная. Но с самого начала с мальчиком было не все гладко. При рождении родовая травма, кислородное голодание, энцефалопатия. В 2 года ему поставили диагноз аутизм. Позже была черепно-мозговая травма. Он рос нервным, замкнутым, болезненно привязанным к матери. В школе из-за застенчивости не мог отвечать у доски, просто не выходил. Ни с кем не дружил. Одноклассники потом вспоминали его как абсолютно закрытого человека, которого будто и не было. При этом он был не глуп. В 2000-м поступил на юрфак, но общаться с людьми ему было так тяжело, что он перевелся на заочное. Настоящей его страстью было не право, а программирование. Он окончил компьютерные курсы, и по рассказам его диплом был подписан самим Биллом Гейтсом. Еще он любил природу. С 2008 года был эко-волонтером. Ездил спасать птиц после разлива мазута в Керченском проливе. Жертвовал деньги Гринпису и Всемирному фонду дикой природы. Человек, который через несколько лет напишет, что ненавидит все человечество, в молодости вытаскивал из нефти умирающих птиц. В том же 2008 он устроился юристом в Риглу. Прошел собеседование, психологический и юридический отбор. Через год его повысили. Он оформлял договоры. Тихая кабинетная работа, где почти не надо разговаривать. Коллеги вспоминали его по-разному, но в одном сходились. Он был не от мира сего. Один описал его так. Взгляд потухший, как пельмень какой-то. Другой сказал жестче и точнее. Таких в школе обычно пинали, как могли. Не от мира сего немножко. Но в целом обычный парень. Вот это в целом обычный парень – ключевая фраза. Рядом с ним работали десятки людей, и никто не разглядел в нем ничего, что заставило бы насторожиться по-настоящему. А потом в офисе появилась Анна. Анна Казникова пришла в Риглу в 2011 году, в финотдел. Ей было около 26. И впервые за долгое время, а может и впервые в жизни, Виноградов влюбился по-настоящему. Ухаживал он так, как умел. Неуклюже, навязчиво, по-своему трогательно. Когда она болела, скупал для нее лекарства, носил ее сумки, покупал ей сырники. И, удивительно, какое-то время у них что-то получалось. Они начали встречаться. Для человека, который всю жизнь не умел сходиться с людьми, это, видимо, было всем. Но продлилось недолго. Поехали вместе в Суздаль. Поездка не задалась. Он начал ревновать. У Анны, по некоторым данным, был жених. Сорвалась запланированная поездка в Эдинбург. Зимой 2012-го они расстались. И вот тут тихий, застенчивый Дима показал другую сторону. Он стал слать ей агрессивные сообщения. По СМС, по почте, угрозы. На 8 марта прислал открытку. Розы, нарисованные кровью.
Анна испугалась и обратилась в службу безопасности компании. Но всерьез ее жалобу не восприняли. Подумаешь, поссорились двое сотрудников. Бывает. Это была первая упущенная возможность. Не единственная. Потому что параллельно с этим Виноградов начал готовиться. И готовился долго, почти год. Он легально получил разрешение на оружие. Купил 2 охотничьих карабина 12-го калибра, отечественный полуавтомат и итальянский Бинелли. Поставил лазерный прицел. Закупил патроны, магазины, экипировку. И, что важнее всего, начал учиться стрелять. Ездил на стрельбище, тренировался, чтобы бить точно. Тихий юрист, который в школе боялся выйти к доске. Методично, неделя за неделей, превращал себя в человека, способного убивать. Сам он потом скажет фразу, от которой холодно. Конечно, тогда я не думал никого убивать. Мне нужно было просто совершить какой-нибудь мужской поступок при Ане. Вдумайтесь. Оружие, тренировки, патроны – все это, по его словам, начиналось не как план убийства, а как попытка что-то доказать девушке, которая его отвергла. Как извращенная идея стать мужчиной в ее глазах. Была и еще одна деталь, которую упустили. У Виноградова стоял психиатрический диагноз. Что-то вроде маскированной депрессии на органическом фоне. И ему были выписаны антидепрессанты. За несколько месяцев, по одним данным, и за несколько дней до преступления, по другим, он перестал их принимать. А в последние дни перед 7 ноября непьющий обычно человек ушел в запой, который длился несколько суток. По его собственным словам, конкретной даты он не назначал, и заранее ни в кого конкретного стрелять не собирался. Окончательное решение, говорил он, пришло только вечером 6 ноября. А ночью, в 4 часа 56 минут 7 ноября, он выложил у себя на странице ВКонтакте текст, который назвал «Мой манифест». Этот текст и принесет ему второе прозвище – «Русский Брейвик», по имени норвежского террориста, который годом раньше тоже выложил перед бойней многостраничное обращение. В манифесте Виноградов объявлял вражду всему человечеству. Рассуждал, что людей слишком много, что они истощают планету, что общество выродилось, а отдельная человеческая жизнь, по его логике, ничего не стоит. Дословно приводить эти строки не будем. Позже суд квалифицирует манифест как публичный призыв к экстремизму. Пересказа достаточно, чтобы понять одно. За наукообразными формулировками не было ни логики, ни правоты. Звучит как идеология, как у человека, который убивает за идею. Но следствие очень быстро поняло, что идея здесь – обертка, прикрытие. А внизу, под всеми рассуждениями о судьбах планеты, банальная, страшная в своей мелкости причина. Его бросила девушка. И он решил устроить показательную расправу над теми, кто, как ему казалось, был рядом с ней. Над теми, кого она видела каждый день. Следственный комитет сформулировал это прямо. Именно желание самоутвердиться на почве обычной любовной неудачи и толкнуло Виноградова на преступление. Ни философия, ни экология. Уязвленное самолюбие отвергнутого человека, у которого в руках оказалось оружие. Сам он потом от своего манифеста отрекся. Назвал его глупостью. Когда выяснилось, что в соцсетях у текста появились сторонники, он сказал: «Это, видимо, массовый психоз». А про то, зачем вообще написал, объяснил просто. Надо же было что-то написать перед смертью. Он ведь не рассчитывал выжить. Дело направили на психиатрическую экспертизу, в центр имени Сербского. Главный вопрос для суда был один. Понимал ли он, что делает? Эксперты дали ответ. Диагноз. Шизотипическое расстройство личности. Это расстройство ограничивало его способность в полной мере осознавать свои действия и руководить ими. Но, и это решающее «но», оно не лишало его вменяемости. То есть он понимал, что делает, и отвечать должен был сам. Сам Виноградов с этим был не согласен. Но не так, как обычно бывает. Он не пытался прикинуться сумасшедшим, чтобы избежать наказания. Наоборот. Он говорил: «Я считаю, что я скорее невменяемый. Не может нормальный человек такого сделать».
В этом была своя страшная логика. Он не верил, что нормальный человек способен на то, что сделал он. А значит, считал он, с ним что-то не так. Но закон рассудил иначе. Судебный процесс шел в Московском городском суде. Председательствовал судья Сергей Подопригоров. Виноградову вменяли убийство 2 и более лиц, покушение на убийство и публичные призывы к экстремистской деятельности. За манифест. Судья он вину признал. Сказал тихо, без театральности. Я признаю свою вину в совершении 6 убийств и 1 покушения на убийство. Я не знал никого из них, кроме Александра Бирюка. Я не хотел никого из них убивать. Так получилось. Я не знаю, почему так получилось. Вот это «я не знаю, почему так получилось» наверное, самое честное и самое страшное, что он сказал за весь процесс. Человек убил 6 и сам не может объяснить, почему. Прокурор Александр Ремезов был жесток. Он прямо заявил, что по-настоящему справедливым наказанием для аптечного стрелка была бы смертная казнь. Но в России действует мораторий, и потому он просит максимально возможное – пожизненное лишение свободы. 9 сентября 2013 года суд вынес приговор. Пожизненное лишение свободы. С принудительным лечением у психиатра. С исками потерпевших на 10 миллионов рублей. Защита пыталась обжаловать, настаивала на невменяемости. 28 ноября того же года Верховный суд оставил приговор в силе. Пожизненное. Виноградова этапировали в одну из самых известных колоний для пожизненно осужденных. Пермский «Белый лебедь». Там он и сейчас. По рассказам, единственный вегетарианец среди заключенных. Проходит назначенное судом лечение, работает с психологами, много читает, научно-популярную и художественную литературу. Об условно-досрочном освобождении не думает. Для пожизненно осужденного это почти абстракция. Иногда он вспоминает то утро. Говорит: «Ставлю себя на место людей, которые погибли. Меня эти мысли пугают». Говорит, что от жизни у него осталась небольшая часть, которую заполнить фактически нечем. Что иногда думает о самоубийстве. Есть в этой истории и совсем темный ее хвост. После бойни в сети нашлись люди, которые попытались сделать из убийцы фигуру для подражания. Развивать эту тему незачем и нельзя. Это ровно тот массовый психоз, о котором сказал он сам. Подражание и культа такие истории не заслуживают. Заслуживают памяти совсем другие. А его мать Елена узнала о случившемся, как и все, из новостей. И сказала, что теперь ей всю жизнь придется молиться. За тех, кого убил ее сын. Если попытаться понять, что здесь сломалось, то ломалось оно медленно и на виду. Мальчик с диагнозами и родовой травмой, который всю жизнь не умел быть среди людей. Взрослый мужчина, для которого первая взаимная привязанность стала единственным светом и обернулась катастрофой, когда погасла. Психиатрический диагноз, лечение, которое он сам бросил. Угрозы кровавыми розами, на которые служба безопасности отмахнулась. Легально, без единой помехи купленное оружие. Целый год подготовки, который никто вокруг не заметил. Любая из этих точек могла стать той, где все еще можно было остановить. Не стала ни одна. Это дело многое изменило. После расстрела в Ригле, а до него были и другие случаи стрельбы, в России всерьез взялись за оружейное законодательство. Ужесточили правила выдачи разрешений. Ввели обязательные требования к хранению, к медосвидетельствованию, к стажу владения гладкоствольным оружием перед покупкой нарезного. Цена этих изменений – 6 человек, расстрелянных за 18 секунд в обычном офисе на окраине Москвы. И все же главный в этой истории не стрелок. Про него написано слишком много, у него даже завелись поклонники. Главное – те 6. Денис, который просто пришел на собеседование и не дожил до своего первого рабочего дня. Александр, Антон, Елена, Наталья. Молодые люди, сидевшие за своими столами в обычное рабочее утро. И Никита Стрельников. 29 лет, 2 метра ростом, уже раненый, который пошел на вооруженного человека, чтобы спасти остальных.
и умер на следующее утро. Если кого и называть героем нашего времени, то его. И Юрия Марченко, щуплого, маленького, который бросился следом, хотя по нему совсем не было видно, что он на такое способен.